В этом видео мы продолжаем тему антицеллюлитного массажа, и я продемонстрирую вам технику выполнения антицеллюлитного массажа по согревающему крему. В моем случае я буду использовать крем Vitex, серия сауна, баня, массаж. Но вы можете использовать какой-то другой крем в своей практике. Принцип один и тот же. Для начала мы работаем по крему стандартными приемами антицеллюлитного массажа. По приемам у меня есть отдельный ролик. Распределяем крем по рабочей поверхности, делаем поглаживание, выполняем выжимание в направлении паховых лимфоузлов. Особенность этого крема в том, что он, в отличие от масла, более густой, более вязкий, он на водной основе и очень хорошо впитывается, поэтому к нему некоторое время нужно привыкать. Но плюс его в том, что он из-за того, что скольжение на нем меньше, он дает возможность лучше держать кожную складку и эффективнее воздействовать на подкожно-жировую клетчатку. Делаем растирание, разогреваем кожу. Растирание гребнем. Первая часть приемов у нас выполняется со скольжением по коже. Эти приемы позволяют кожу разогреть, сделать более эластичной, усилить микроциркуляцию в коже. И в дальнейшем уже по разогретой коже можно будет выполнять более силовые движения, более глубокие движения, такие как разминание, и не травмируя кожу. Итак, выполнили. Дальше переходим на разминание. Сначала выполняем прием S-образное разминание в продольной плоскости. То есть идем снизу вверх, поднимаясь до ягодицы, и спускаемся вниз до подколенных ямок. На подколенные ямки не заходим. Выполняем выжимание, лимфодренажные движения. После чего переходим на поперечное разминание. То есть здесь мы перемещаемся от кушетки на себя к задней поверхности бедра и поднимаемся вверх. И вот таким вот способом прорабатываем кожу и подкожно-жировую. Движения здесь более поверхностные, они воздействуют на подкожно-жировую клетчатку, не на мышечный слой. Поэтому вот это минимальное скольжение крема как раз таки позволяет легче держать кожную складку, в отличие от масла. Выполнили S-образные разминания. Следующий прием – змейка. Мы здесь формируем складку поперечно. Если до этого мы формировали ее продольно, то здесь мы ее формируем поперечно. И таким образом эффективно воздействуем на кожу и подкожный жир. После змейки выполняем выжимание. Также этот прием можно выполнять одновременно, двумя руками захватывая кожную складку. Также его можно выполнять с упором в ладонь. То есть левую руку мы держим, а правой рабочей основной рукой формируем кожную складку и давим ее об упор, об ладонь. Выполнили эти движения, сделали серию поглаживаний и выжиманий. Следующий прием – перекрещивание. Сводим складку и растягиваем. У меня есть на канале ролик, где я показываю уже эти движения, но там мы выполняли по маслу. Здесь мы выполняем по крему, и основное отличие в том будет, что мы после того, как выполним массаж, сделаем однокомпонентное обертывание по этому крему, которое позволит пролонгировать эффект от массажа, потому что крем содержит перец, крем на водной основе,
И закрывая его пищевой пленкой, мы создаем эффект такой парниковый, который будет кожу греть и усиливать эффект от массажа. Разогрев расширяет сосуды и усиливает микроциркуляцию в коже, улучшает ее питание. Повторяем движение. Здесь я уже не буду комментировать, потому что до этого вы эти приемы видели. Поперечное разминание. Каждое движение мы повторяем, точнее серию движений мы повторяем примерно от 3 до 5 повторений, в зависимости от размера тела, от проблемной, от зоны, на которую мы воздействуем. Гребнеобразное разминание. Выжимание гребнем. Вы можете наблюдать, что у нас равномерная, хорошая гиперемия образовалась. И повторяем 3-й раз эти движения. На заднюю поверхность бедра воздействуем больше. На ягодицы, на внешнюю поверхность бедра, на уровне подъягодичной складки. И тщательным образом эти зоны прорабатываем. Змейка. Перекрещивание. Гребень. В конце можно сделать такое возвышающее движение по ягодице, лифтинг-эффект, чтобы противодействовать гравитационному птозу, потому что ягодичные мышцы под действием гравитации устремляются вниз, и мы их таким образом к резцу поднимаем. После того, как мы выполнили массаж, выполняем приемы вибрации, тонизирующие движения. Дальше хорошим слоем наносим крем на заднюю поверхность бедра, на ягодицу и на внешнюю поверхность бедра. Для того, чтобы он был таким белым слоем. Это нужно для того, чтобы пленка на него приклеилась. Пленочку начало лучше приготовить заранее. Это обычная пищевая пленка. Начало лучше приготовить заранее для того, чтобы масляными руками не было проблем с ее нанесением. Наклеиваем таким вот образом. Отрываем. Плотно прижимаем и закрываем покрывалом. Через покрывало также плотно прижимаем. И вот такая картина у нас остается. Далее мы переходим на ближнюю поверхность и выполняем аналогично. Также делаем массаж по крему, наносим пленку и после того, как мы проработали заднюю часть, переворачиваем человека на спину. Он ложится на эти пленки прямо, мы их не убираем до конца процедуры. И работая с передней поверхностью, эти пленочки у нас плотно прижаты. Крем активизируется под пленкой, начинает сильнее греть, начинает разогревать рабочую поверхность.
начинается улучшение микроциркуляции, лимфоотток, приток крови свежей к коже и, соответственно, эффект антицеллюлитного массажа усиливается и пролонгируется. Вот такая технология. Но прежде чем вы будете работать по этому крему, обязательно сделайте тест на аллергию на внутренней поверхности предплечья, потому что мало ли у какого-нибудь человека может возникнуть аллергия на этот крем. Но в моей практике был всего лишь один случай. Поэтому будьте осторожны. Крем стоит достаточно дешево, продается на маркетплейсах, не буду говорить на каких. Вы наверняка сможете самостоятельно его найти, набрав в Яндексе. Крем Vitex антицеллюлитный. Спасибо за просмотр. Надеюсь, видео вам было полезным. Пишите комментарии. Всем пока-пока. Увидимся в новых видеороликах.